хотели поспорить, а вместо этого проговорились. В Кремле признали проблемы в российской экономике. Крым наконец-то стал свободен от любого бензина. Обход с тыла. До решающей битвы, которую Москва может выиграть, осталось менее 10 дней. Жизнь европейского политика снова оказалась под угрозой. Москва продолжает провокации в небе. Молитва с обратным эффектом. В РПЦ призвали молиться за российских чиновников, но эффект получился обратным. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Плывет. А когда его взорвут-то? Чего его не взрывают? О! Украинские беспилотники нанесли удар по Новороссийску, важному российскому порту и базе Черноморского флота. Мамочка. Машины горят, тут что-то сильно ушаталось. Как сообщается, это не первая атака на этот стратегически важный объект. 2 недели назад, по данным ГУР Украины, тут был поврежден аварийно-спасательный корабль Черноморского флота стоимостью $60 миллионов. Нынешняя атака была произведена с использованием ударных дронов и беспилотных катеров. Первоначально могло показаться, что атака была безрезультатной, но, как сообщает Bloomberg, работу в Новороссийске временно остановил терминал Каспийского трубопроводного консорциума, через который поставляется нефть из Казахстана. Также отгрузка была прекращена в крупном нефтеперевалочном комплексе Шес-Харис. Вместе они ежедневно отправляют на экспорт более 2 миллионов баррелей или около 5% мировых морских поставок. Тем временем Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтеперекачивающей станции Кузьмичи-1, являющейся частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ. Кроме того, поражена нефтеперекачивающая станция Занзиватка, которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод Куйбышев-Тихорецк. Также подразделения сил обороны Украины поразили производство БПЛА в поселке Валуйки Белгородской области. Зафиксировано попадание и пожар. Дмитрий Песков признал экономические проблемы России. Отвечая на вопросы в эфире радио РБК, пресс-секретарь Путина опроверг старый тезис своего шефа, что санкции России только на пользу. Да, Россия испытывает определенные точки напряжения и проблемные точки в разных секторах экономики, что неминуемо связано и с теми мириадами экономических ограничений, санкций, с которыми мы сталкиваемся и так далее. Эта тирада Пескова стала ответом на недавний пост Трампа. Президент США эмоционально написал о том, что Россия и Путин испытывают огромные экономические проблемы. Говоря о боевом потенциале России, хозяин Белого дома и вовсе употребил термин «бумажный тигр». И этот тезис Песков решил оспорить. И никак не тигр, все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает, и Россия настоящий медведь. Песков объяснил новую риторику Трампа достаточно странно. Между ними состоялась встреча. Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали. И гадай теперь, что это было. То ли подручный Путина сделал мощный комплимент обаянию и силе убеждения Зеленского, то ли Песков намекает на то, что Трамп не способен добыть информацию о происходящем сам, и целый штат помощников президента США тоже держит его в неведении. Бывший президент России Дмитрий Медведев использовал похожий тезис, но раскрыл его более нагло. По мнению кремлевского блогера, Трамп попал в альтернативную реальность. В этой реальности все по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья. Экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа – Обама и Байден. Достаточно смело, как для Медведева. Пару месяцев назад бывшему президенту удалось привлечь внимание Трампа своим постом. Тогда президент США послал к берегам России пару ядерных субмарин, а сменщик Путина на долгое время набрал воды в рот.
Бензина по городу нету никакого, есть только дизель. В Крыму на автозаправках исчез весь бензин, включая самую дорогую марку А100. Как пишет Крым Реалии, со ссылкой на анонимный источник, ситуация усугублялась последние 10 дней и теперь достигла своей кульминации. Весь бензин исчез с заправок. По словам собеседника издания, многие АЗС вообще закрываются, чтобы понапрасну не платить зарплаты сотрудникам. Если бюджетные предприятия получают талоны, пусть и по минимуму потребностей, то частные фирмы и компании столкнулись с большими проблемами и несут огромные потери. На дорогах стало в разы меньше машин. Маршрутки забиты. Многие люди открыто выражают свой гнев, обвиняя руководство Кремля в несостоятельности. Просится сакраментальный вопрос, что же случилось? На Севастопольскую АЗС завезли по 83,5 пятого. Вот это все очередь туда, на заправку. Успехи на поле боя Москва показывает такие, что даже Трамп издевается. Но в гибридной войне хозяин Кремля разбирается чуть получше. Еще одна европейская страна может перейти в лагерь Венгрии и Словакии. За 1,5 недели до выборов в Чехии лидирует партия миллиардера и бывшего премьера страны Андрея Бабиша. Как пишет Политика, акция недовольных граждан значительно опережает правящую коалицию, набирая 32% поддержки согласно последним опросам. Противостояние партии уже рассматривается как битва за будущее страны, где она окажется, на стороне демократии и Запада или наоборот потянется на восток. Бабиш, известный по коррупционным скандалам и популистским высказываниям, активно использует поддержку российской дезинформационной машины, что дает его партии дополнительное преимущество на фоне текущей политической ситуации в стране. Коллега Орбана и Фица критикует правительство за поддержку Украины, включая участие в программе предоставления артиллерийских снарядов, и за высокие расходы на беженцев, которых в Чехии сейчас насчитывается около 5% от всего населения. Это самый высокий показатель в ЕС. Бабиш также высказывался против вступления Украины в Евросоюз. Так что выбор, сделанный гражданами Чехии 3 и 4 октября, окажет долгосрочное влияние на внешнюю политику страны и ее будущее в рамках ЕС и НАТО. Тем временем воздушные провокации против стран Европы продолжаются. Самолет министра обороны Испании потерял GPS-сигнал возле границ России. Это произошло в районе Калининградской области, когда Маргарита Роблес летела на военном борту А-330 в Литву. На высоте 12 километров, в 60 километрах от российского региона, произошли помехи в GPS-сигнале. Несмотря на это, полет не был нарушен, так как А-330 оснащен более совершенной военной навигационной системой, которая значительно безопаснее гражданской. Роблес летела в Литву для встречи с испанскими военными, задействованными в миссии НАТО на базе Шауляй. Там базируются 150 военнослужащих и 8 истребителей Еврофайтер. Агрессия России в Украине неприемлема, как и ее угрозы где бы то ни было, ни в Европе, ни в мире. Мы считаем крайне важным отстаивать право каждого из нас свободно передвигаться и летать по территории Европы, не подвергаясь, как мы это испытали сегодня утром, внешнему вмешательству. Командир экипажа сообщил, что подобные сбои GPS-сигнала – частое явление при полетах вблизи Калининграда и что они могут дезориентировать пилотов. Но ни в коем случае они не сломят волю Испании или какой-либо другой страны Североатлантического альянса к продолжению работы ради мира и мирного сосуществования. Это уже не первый инцидент подобного рода с участием высокопоставленного европейского политика. 31 августа самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, летевший над Болгарией, также столкнулся с проблемами в GPS-сигнале. После сбоя пилоты были вынуждены кружить над городом около часа, а затем сели, используя бумажные карты. В ЕС назвали это вмешательством России. Леденящая кровь события в столице Таиланда. В исторической части Бангкока образовалась гигантская воронка глубиной и диаметром в несколько десятков метров. Видео с места события моментально распространилось в соцсетях. Провал в почве рос прямо на глазах, увлекая за собой автомобили и опоры линии электропередач. Земля обрушилась прямо под зданиями, а из поврежденных труб потекли потоки воды, в то время как оборванные кабели начали искрить, что вызвало панику среди местных жителей. Информации о пострадавших пока
пока не поступало, однако движение в районе обрушения было полностью перекрыто. Городские власти сразу приняли меры, эвакуировали пациентов в местной больнице и жителей близлежащих домов, а также перекрыли дороги вокруг места происшествия. Ведется работа по стабилизации почвы, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение, хотя есть сообщение, что воронка продолжает расширяться. Местные жители предполагают, что причиной происшествия стали работы по строительству новой линии метро, однако официальных подтверждений этой версии пока нет. Инцидент совпал с подготовкой города к удару супертайфуна, который в ближайшие дни может вызвать еще большие осадки и привести к новым обрушениям и подтоплениям. Как россиянам уберечься от нового повышения пенсионного возраста? Ответ знают в РПЦ. Я вам скажу, что будет, если не молиться за власти. Еще будет поднят больше пенсионный возраст. Я еще в начале 2000-х годов предсказывал, что он будет поднят, если мы не начнем рожать. Если люди молятся мало и детей рожают неохотно, государству приходится повышать пенсионный возраст. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Ответственность за прошлое повышение священнослужитель возложил на само общество. Чтобы доказать силу молитв, Иванов привел пример прихожанина, который помолился за власть, и на следующий день главу администрации посадили в СИЗО. Один человек даже позвонил и сказал, что «Батюшка, я за 1000 километров от вас нахожусь, но я услышал, что вот вы призвали молиться за власти, и я помолился за власти». И на следующий день главу администрации посадили в СИЗО. Но есть в России тот, кто печется о благе чиновников получше Всевышнего. Владимир Путин подписал ряд указов об индексации окладов государственных служащих, дипломатов, силовиков и судей. Согласно документам, опубликованным на портале правовых актов, с 1 октября их зарплаты увеличатся на 7,6%. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.